Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня тема нашего видео: как, где и сколько хранить мясо. Вот такой вот кусочек я приобрел сегодня, и мне необходимо его сохранить до праздников. Если вам посчастливилось купить увесистый кусок свежего мяса по супер цене, а вот приготовить из него мясной рулет или стейк в маринаде пока нет времени, мы можем сохранить его в идеальной форме. Если вы собираетесь приготовить мясо сегодня-завтра, послезавтра его можно не замораживать. Достаточно убрать его поглубже в холодильник. При покупке свежего мяса на развес не помещайте его в полиэтиленовый пакет, так как оно поменяет цвет и начнет, так сказать, задыхаться. Лучше завернуть мясо в пекарскую бумагу и поместить в холодильник. Главное помнить, что приготовить мясо нужно в течение 3-5 дней. Но это тоже зависит от свежести купленного мяса. Кстати, кусочки без кости хранятся на 1-2 дня дольше, поэтому решайте сами: оставить косточку и приготовить стейк в ближайшее время или все-таки ее удалить. Еще один совет: мойте мясо непосредственно перед приготовлением, иначе в холодильнике оно начнет портиться. А вот после приготовления не рекомендуется хранить мясо более 4 суток. Если же вы купили мясо к особому случаю, вам надо сохранить его надолго, то вам поможет морозильная камера. Замораживать мясо нужно не в бумаге, а в пакете, из которого максимально выпущен воздух. Лучше всего использовать специальные пакеты для замораживания с застежкой. Сроки хранения в морозилке зависят от вида мяса и размеров куска. Например, крупные части говядины, свинины и баранины хранятся до 1 года. А вот мелкие кусочки для гуляша или рагу не дольше 4 месяцев. Если вы заморозили большой кусок мяса, будьте готовы приготовить из него еду сразу после размораживания. Если приготовить часть, а оставшуюся снова положить в морозилку, потеряются почти все полезные микроэлементы, испортится вкус мяса. Когда придет пора приготовить кулинарный шедевр, советуем вам размораживать мясо в холодильнике, положив его в кастрюлю и прикрыв смоченной тканью. В воде или теплом месте оттаивать мясо мы не рекомендуем. Чем медленнее идет процесс разморозки, тем более сочным и полезным остается мясо. Надеюсь, мои советы и рекомендации вам были полезны, поэтому готовьте на здоровье, приятного всем аппетита, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.